Всем здоров, народ, с вами я, Матвей. Сегодня у нас будет парочку новиночек и парочку не новиночек. Вот, продолжаем смотреть серию, которую я обозревал в предыдущем ролике. Это у нас «Очень приятно Бог», вторая часть, «Нелюдь», вторая часть, «Нелюдь», третья часть. Также новелка у нас «Белая рыба. Сказание Баию. Перья сороки». Наконец-то вышла, что-то она очень долго выходила. Ну, по сравнению с другими. И «Сладкие следы укусов» Маньхуа от Миф. Вот такой вот у нас сегодня будет обзор. Итак, предлагаю начать с уже открытой книжечки. Это у нас Маньхуа «Сладкие следы укусов» от издательства Миф. Заказывал я ее на ВБ. У продавца книги нашего города, не советую вообще у него брать, шла на неделю. Вот, плюс здесь вот, не знаю, видно вам, нет что-то типа клея или не клея. В общем, какой-то небольшой брак, я бы сказал, вот. Поэтому не советую вам у него брать. Давайте тогда сразу посмотрим тиражик. Если он, конечно, у нас здесь есть. Тиражик у нас есть, он составляет 7000 экземпляров. Вот, ну и давайте полистаю, я уже листал. Посмотрим с вами рисовочку. По истории сказать ничего не могу, могу сказать только, что вроде бы планируется 5 томов. 5 томов с этим или без этого, точно не знаю, но вроде как 5. Вот, как-то так. Блин, и самое интересное, у этого продавца написал отзыв на Валберисе, и мне пишет, что плохое соединение, мы не можем выложить этот отзыв. Блин. Причем до этого я выкладывал отзыв на другую книжечку, и там все было нормально, а как хотел выложить сюда, все, сразу плохое соединение, ничего не работает. Гений просто. Так, ладно. Кстати, какой раз уже приходит вот эта книга вообще без какой-либо упаковки, пленки, вообще, как бы, беда. Не надо так делать. Вот, могли бы хотя бы завернуть в какую-нибудь, я не знаю, пленочку, просто вот в таком виде приходит. Непорядок. Ладно, здесь у нас перья сороки. Так вот у нас выглядит аннотация. Это у нас уже 4-я книга из 8, которые выйдут у нас. Да. Вот так вот выглядит она без суперобложки, в таких темно-серых цветах. Красная линия жизни. Вот, кстати, предыдущие части, если кто-то не знает. Ну и просто можно полистать. Вот, по поводу истории. Здесь у нас 2 старых друга, точнее, один из них помогает своему другу вспомнить, кто он такой, ведь он страдает от неизлечимой болезни, и его пытаются вылечить. Но вылечат ли, это мы пытаемся узнать. Тираж, кстати, 10 000 экземпляров у нас. Вот, ну и все, в принципе. Итак, следующий у нас манга «Очень приятно Бог» в мягком переплете. Вот, еще не начал читать, потому что на тот момент я выбирал либо романтика, либо триллер, и почему-то мне захотелось на тот момент почитать триллер. Вот, поэтому с историей я еще не ознакомился, но при этом продолжаю ее покупать. Вот так вот у нас выглядит корешочек издательства Excel Media, аннотация. Немного, кстати, помятая, ну потому что мягкий переплет, вот почему я его никогда не любил. На клапанах у нас главные персонажи, это я уже знаю. Вот, здесь тоже что-то написано, но я думаю, это не важно. Так, здесь у нас зеленое оформление, как и в первой книжечке, как и, наверное, в последующих книжечках, я считаю. Вот рекламка, тиражик. По-моему, вот в этих книжечках тиражик не пишут. Вот, наверное, да. Ну, 12+. Вот. Так, что здесь у нас еще есть? Сама история. Давайте полистаю. Немножечко вам покажу. История большая. Ну, как большая, в плане 25 книжечек. Вам придется купить, если вы захотите ознакомиться именно в бумажном варианте. Вот. Так, ну и что здесь у нас? Оглавление. И все. В принципе, да. Вот. Итак, то самое, что я выбрал, променял романтику, это «Нелюдь», 2-я часть, триллер, приключения, ужастики, все в одном. Вот, на клапанах у нас оглавление. Так вот у нас выглядит корешочек, аннотация ко 2-й книжечке.
Давайте посмотрим. Здесь у нас такая персиковая, розовая страничка. Это, кстати, друг нашего главного персонажа. Это я уже знаю. Вот так вот у нас выглядит без суперобложечки. Ну, в принципе, ничего необычного. Здесь у нас рекламка. Тиража у нас опять нету. Здесь уже 16+. Вот. Больше что у нас тут? Все, история пошла. С такой вот рисовкой. Цветные странички, кстати, тоже присутствуют. Это немаловажно. Пусть немного, но присутствуют. Кому-то руку отрубили. Так, ладно. Все, конечно, это очень интересная история, захватывающая. Будем покупать, смотреть, читать. Даже в начале есть цветные странички. Достойно. Итак, Нелюдь, третья часть у нас. Да, вот так у нас выглядит корешочек. Кстати, вот, если не ошибаюсь, первые 4-5 томов выглядят такие мрачные, короче, не очень яркие. Вот, на полочках, конечно, не очень смотрится, все-таки поярче, это покруче. Вот это я понимаю, основная обложка просто яркая. Это вот топ. Это, кстати, по-моему, тоже Нелюдь у нас. Вот, кстати, еще что мы знаем. Сначала нам сказали, что их нельзя убить, но потом выяснилось, что их можно убить. Их уязвимое место — это голова. Вот. Да-да, я читал. Так, ладно. Так у нас выглядит основная обложка в желтом таком цвете. Призраки. Немножко помялась. Ну, потому что как по-другому. Мягкая обложка, опять же, повторюсь. Ничего не поделаешь. Так, давайте что тогда посмотрим. Цветная страничка. Уже одна. Точнее, странички 2, листик 1. Вот. Кто-то говорил, что где-то там потом вообще цветных страничек не будет. Это, конечно, плохо. Вот. Но мы обязательно посмотрим и проверим, так ли это или нет. Вот. Так. Что тут у нас еще? Все. Итак, что мы сегодня посмотрели в нашей небольшой распаковочке? Это «Сладкие следы укусов», Маньхуа, роман «Перья сороки», сказание Баю. Очень приятно Бог, вторая часть. Кстати, вот только что заметил, на третьем Нелюде немного поцарапана суперобложка. Может, даже и много. Блин, я не знаю, как с этими обложками бороться. Ну и Нелюдь, вторая часть. Вот. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Вот. Обещаю, что к следующему выпуску прочитаю. Очень приятно, Бог, обязательно. Так что ждем. Ну и все на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.